Всем привет! Рад вас снова приветствовать на своем канале. Значит, сегодня у нас автомобиль все тот же H5 4D20 со стандартной проблемой: вышибает антифриз. Автомобиль приобретен человеком прямо вот непосредственно перед Новым годом. Проехал он на нем 1000 километров всего. Дальше закипел, и все, начались проблемы. Толком машина не ездила, ничего сказать не мог. Ну, автомобиль приехал, мы благополучно разбираем, видим все это безобразие, которое я вам дальше покажу в ролике. Вы удивитесь на самом деле. Вот. Смотрите, что будет дальше. Так, ну что ж, вот он наш автомобиль. Как я уже и говорил, мотор здесь заменен на мотор с праворульной версией. Сейчас я вам покажу, как это в принципе выявить изначально. Вот смотрите, да? Перво-наперво, что бросилось мне в глаза: вот этот вот патрубок, потому что на леворульной версии патрубок стоит другой. У нас вот здесь вот, да, должен быть вот тут вот сосочек, который идет на печку. Здесь же его нету. Здесь, как вы видите, сразу шланги переделаны. То есть здесь должна быть, опять же, вот тут вот трубка, которая предназначена для обратки с печки. Опять же, что я сразу здесь вижу? Головка уже миненная. Как это понять? Крепеж черного цвета. Вот здесь вот, с этой стороны, должен быть логотип Great Wall. Логотипа я не вижу. Опять же, герметик красный по всему периметру головки. Точнее говоря, по всему периметру постели. То есть сюда уже лазит. Здесь вот тоже какие-то чудеса. Уже кем-то что-то тут отломано. То есть тоже говорит о том, что, скорее всего, мотор этот был привезен. Вот. Сейчас это тоже, говорю, будем потихонечку разбирать. Здесь у нас, в принципе, по работам замена прокладки, потому что вышибает, тут будь здоров. Здесь у нас, значит, замена прокладки, чип-тюнинг, потому что EGR у него присутствует в системе, установка маслоотделителя, замена жидкостей в маслах, в коробке, в мостах, в коробке, в раздатке. То есть, так как автомобиль был приобретен совсем недавно, на нем проехали вообще всего-навсего там 1000 километров. Вот. Будем все это менять. Также ГРМ, приводной ремень, там ролики, все, помпа, термостат, датчик температуры. В общем, объем работ здесь тоже такой не маленький получается. Собственно, опять же, вот почему я говорил, что это мотор с праворульной версией, да? Я говорю, вот здесь вот поверху у нас идет обратка с печки, да, это вот это вот. Она металлическая такая трубка. Здесь же мы видим, что трубки развернуты в разные стороны, то есть повернуты в другую сторону, в сторону как раз таки печки на праворульном автомобиле. Потом, что тут еще? Ну, как я уже говорил, я говорю, головка однозначно миненная, болты стоят под постелью черные. Я говорю, как видите, логотипа Great Wall мы тоже здесь не наблюдаем нигде. Но сейчас будем дальше разбирать, я опять же покажу. То есть, по всей видимости, здесь уже поставили контрактный мотор, на нем поездили и выбило прокладку. Ну и тут происходил ремонт. Но я так понимаю, что хозяин, скорее всего, просто перед тем, как продать, быстренько отремонтировал и скинул машину. Потому что, как вы можете видеть, алюминий даже еще толком не испачкался. То есть она совсем свежая голова. Опять же, как понять, что это контракт стоит, да? Эти меточки стоят. Они бывают ярко-оранжевые, ярко-зеленые, вот там вот. Вот здесь вот. Я думаю, что ниже на шкиве там тоже есть, скорее всего. То есть на это тоже надо обращать внимание, когда вы покупаете автомобиль. То есть это все как бы говорит о том, что была замена двигателя. Итак, добрались до ГРМ. Значит, помпа здесь уже миненная. Вон она. Это не заводская помпа, то есть помпу здесь уже меняли.
Блин, вообще очень странно. То есть, сколько же прошел этот мотор, мне вот непонятно. Судя по маслонасосу и прочему, здесь в мотор еще, конечно, не лазили, что нам делает несравненный плюс. Вот. Сейчас ролики сниму, но есть у меня подозрение, что здесь стоит Континенталь. Потому что ремень стоит континенталевский, мне интересно посмотреть, что за ролики у него сейчас стоят. Итак, ролики сняли. Это не оригинал, это непонятно кто. Видно, что он свежий, поставлен недавно, но уже шуршит. Вот это идет, не знаю, какой-то ГМБ. Может быть, подбирали, может быть, что, не знаю. Но тоже уже шуршит. То есть, как бы, вот. А вот теперь я, кажется, понял, почему здесь произошли все эти проблемы. Когда перегрели первый раз, вот эта трубка, видите, она болтается. Болтаться она не должна. То есть, скорее всего, через эту трубку, так как она одноразовая, поэтому у меня была мысль, почему же они, как же они так головку переставляли? Неужели они где-то нашли эту трубку? Но трубку, я говорю, мы сами тоже искали эти трубки, пытались найти хотя бы их артикул. Но найти у нас так и не получилось. Поэтому мы, говорю, изготавливаем на заводе штуцера. Вот. Здесь тоже будем устанавливать штуцер, потому что вот это все, это колхоз. Потому что я вот сейчас полез до датчика температурного отсоединить. И берешь за трубку, болтаешь, она болтается. То есть у него, скорее всего, там подтекал антифриз. Антифриз уходил, подсасывало воздух. Ну и вот, собственно, пожалуйста. Ну что ж, постель мы сняли. Я даже по выработке на постели вижу, что ставили ее совсем недавно. То есть она еще даже поработать толком не успела. А теперь вот это. Вот зачем, объясните мне, столько вот этого герметика здесь? Это же все сейчас очищать надо. Это вот, ну, блин, ну не делается это так. Сюда ставится на анаэробный герметик. Зачем вот это все усирать? Я понимаю, что он дорогой. Но это лучше, чем, блин, вот это вот говнище. Как видите, я говорю, вот осталось все здесь. Там ничего не прилипло. То есть постель у меня чуть ли не отскочила. Вопрос, сколько бы это проездил до течи, не знаю. Теперь смотрим гидрики. Труп. Труп. Ну, это еще более-менее. Живой. Труп. 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 Живой. 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 Труп. Труп. Тоже труп. Ну, живой. Ну, 50 на 50. Но трупов на самом деле больше. Что бы хотелось сказать по поршневой. По поршневой здесь все хорошо. Хон присутствует, причем хон ярко выраженный. То есть пробега на этом моторе по факту не сильно много. Теперь головка. Прокладка, точнее. Прокладка, ну это то, что замято сейчас мы пока снимали. Никаких обозначений. Ничего. То есть, по всей видимости, пробило башку. Башку поменяли, поставили прокладку. И так машину и продали. Ну, стандартная схема. Собственно, вот о чем я вам говорил, да? Видите, намазали герметиком. Причем намазывали они, это такое ощущение, что уже, когда это все стояло на машине, насрали. Ну, тут, конечно, и мы ее еще сейчас подразболтали, пока пытались вытаскивать. Но вот это все, это, говорю, скорее всего, не держало. Потому что такие вещи повторно не сажаются. Либо это надо как-то развальцовывать. Хотя я очень сомневаюсь, что здесь кто-то что-то развальцовывал. Скорее всего, это было вот так вот поставлено на герметик. И все. Естественно, отсюда она через герметик где-то доподсывала. Вот. И после, в результате чего и происходили все эти казусы. Ну, я думаю, что это добавляло. Ну и, естественно, прокладка замечательная. Вот наглядный пример, почему я сторонник удалять ЕГР. Да? Это впускной коллектор у нас. То есть вот это все, это смесь сажи и масла с картерных газов, которая в любом случае будет в этом моторе, как бы вы ни крутили. Удалить вы их полностью все равно никогда не сможете. Вот. И вот это все, во-первых, сужает сам по себе вот этот вот канал воздушный, да? А во-вторых, вот это все говно летит вам в двигатель. Пользы это не несет, кроме как экологии. Да пусть меня сейчас закидают тапками все те, кто говорят, что вот,
снижает температуру в цилиндрах. Поверьте, снижение температуры там настолько мизерное, что ничего с этим мотором не станется. Судя по внешнему виду колпачков и как они снимались, их сюда заколотили. То есть колпачки мы, естественно, тоже будем менять. Это непонятный ноунейм, на них вообще ничего не написано. Если их меняли не так давно, ну, они уже дубовые. По клапанам. Что-то у меня такое ощущение, что их даже не притирали, когда сюда ставили. Как ни странно. Ну, вроде раковин нету, поэтому ничего страшного. Притрем. Сейчас съездим, проверим все это. Ну и заодно притрем. Что еще заметил? Вот это вот тарелочки под пружинки, которые у нас идут. Одной, по-моему, вот здесь на клапане, вот здесь ее не было. То есть, либо так удачно потеряли. Я сначала подумал, может быть, она прилипла к пружинке. Все пружинки сейчас проверил. Нет, действительно нет. Ну, значит, установим обязательно. Третий, второй, первый. Лили со страшной силой. Вот теперь по головке это видно хорошо. Так, ну что ж, головку мы уже установили обратно. Как я и говорил, головка совсем новая. То есть, как вы можете видеть, да, она прям изумительно чистая. Поездить она много не успела. Гидрокомпенсаторы мы поменяли. Что у нас еще выявилось? Было определено, что при проверке форсунок, значит, две форсунки, второй, третий цилиндр, очень много льют в подачу. Форсунка с первого цилиндра у нас уже изношенный клапан, распылитель тоже уже подходил. Форсунка четвертого цилиндра, клапан вообще мертвый был. В общем, в итоге было принято решение о ремонте всех четырех форсунок и замене, ну, полный ремонт, то есть замена распылителя и клапана, потому что состояние, конечно, очень удручающее было у форсунок. Как я и говорил, на форсуночках распылители мы поменяли, клапана поменяли, форсунки отрегулировали. Сейчас будем устанавливать. Ну что ж, автомобиль запущен, все работает очень ровно, все хорошо. Итак, что ж, давайте подведем итоги нашего ремонта. Автомобиль нами, естественно, успешно отремонтирован. Были произведены ремонт форсунок. Сейчас я объясню, почему ремонт топливной системы крайне важная вещь в дизельном автомобиле. То, что вы, в принципе, можете проверить, я думаю, многие из вас знают, что можно проверить слив форсунок на обратку при помощи простого приспособления, такое как шприцы. Берем, то есть, 20-миллилитровые шприцы, подключаем к обратке форсунок, глушим обратку на ТНВД и проверяем, запускаем, да, сколько за минуту у нас сливают. Значит, после того, как вы провели эту операцию, да, вы увидели, что у вас, ну, какая-то из форсунок, допустим, льет в обратку. Что вы делаете? Да, вы идете, покупаете клапан, меняете клапан, смотрите потом, вроде у вас все нормально с обраткой. Но почему я не совсем сторонник такого ремонта? Потому что в данной ситуации вы банально не можете проверить подачу. А это очень важно. Почему происходит в 99% случаев, почему происходит разрушение вкладышей? Потому что у вас начинает форсунка лить в подачу. Очень много лить в подачу. Естественно, у вас получается неправильная детонация, нагрузка на вкладыши больше. На вкладыши, на поршня, то есть шатун на поршневую группу. И в результате этого у вас происходит разрушение вкладыша и, как следствие, его проворот. Поэтому я сторонник того, что ремонт форсунки надо проводить только с последующим испытанием на стенде. Чтобы вы могли действительно убедиться в том, что у вас подача соответствует обратке. А так, в принципе, в целом ремонт мы провели. Я говорю, но здесь на данном автомобиле есть такая проблема, что на холодную идет перестук поршневой группы. Как только мотор маленько нагреется, этот перестук пропадает. То есть это уже результат того, что форсунки работали изначально неправильно. То есть слишком много шло в подачу. И как следствие, естественно, мы получили то, что получили. То есть, видимо, старый хозяин купил контрактный мотор без навесного оборудования, поставил его,
И благополучно, скажем так, подуничтожил еще и этот мотор. То есть он еще поездит какое-то время, сколько, никто не может сказать конкретно, конечно. В этом и вся проблема. Ну, как бы вот и все на этом. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я обязательно всем постараюсь ответить. По запчастям тоже, я говорю, стараюсь всем как можно больше помогать. Так что, если что-то необходимо, пишите, я всегда всем помогу. Всем всего хорошего, пока-пока.